Здесь можно спокойно обходиться без всякой карты. Заблудиться просто нереально. Все равно через 5-10 минут вы упретесь в городскую стену Дубровника. Крепостные стены Дубровника – это самая популярная туристическая локация. Не пройдя по ним, считайте, вы не были в Дубровнике. И да, приготовьте 35 евро, но не стоните. Удовольствие того стоит. Приготовьтесь, ходить по стенам Дубровника вам придется пару часов, хотя длина крепостных стен чуть меньше 2 километров. Просто вокруг столько красот и потрясающих видов, что без остановок и попыток все это запечатлеть не обойтись. Главный вход на стены сразу за воротами Пеле. По стенам можно ходить только против часовой стрелки, чтобы избежать столпотворения. Оно тут, кстати, и без этого присутствует из-за массового наплыва туристов, так что лучше сюда приходить рано утром. Как только вы взошли на стену, перед вами открывается потрясающий вид на старый город. И в первую очередь на фонтан Анофрио. Правда похож на тандырную печь? Говорят, он способен исполнять желания, но есть одно «но». Мы о нем рассказывали в прошлом видео, ссылка на него вверху справа. А далее на нашем пути переход от ворот Пеле к башне Бакар, одному из 4 основных фортов крепости казематного стиля. Ее строили более 100 лет. Форт прикрывает город как с суши, так и с моря, а еще контролирует крепость Лавринац, стоящую напротив него. Там специально стены были сделаны толщиной всего 60 сантиметров. И при предательстве гарнизона Лавринаца пушки Бакара моментально вскрыли бы ту неприступную с моря крепость, как ракушку устрицы. Кстати, стены самого Дубровника до 6 метров толщиной. Поехали дальше. Южная стена идет вдоль моря, от форта Святого Петра к форту Святого Стефана. И тут понимаешь, что в этот город можно было попасть только в том случае, если вас туда впустят. Не случайно с 13 века Дубровник ни разу не был взят штурмом, несмотря на многочисленные осады. Здесь вы можете отдохнуть в кафе или спуститься со стены и попасть на небольшой каменистый пляж Бужа и попрыгать со скал в воду прямо под крепостью. Далее наш путь к крепости Святого Иоанна. Она надежно прикрывала порт Дубровник. Сейчас с ней морской музей и аквариум. А в средние века эти толстенные стены противостояли вражеским пушечным снарядам без всяких для себя последствий. Отсюда простреливалось все море в районе острова Лович. Кстати, о нем у нас тоже есть видеорассказ, ссылка в верхнем правом углу. Там вы узнаете, почему он считался проклятым и не безосновательным. А мы по северным стенам отправляемся от порта в сторону самой высокой точки крепости Дубровника – форту Минчета. Отсюда открывается самый шикарный вид на старый город. Минчета прикрывает собой, помимо всего прочего, и водоснабжение Дубровника. Под ней проходят 2 рукава канала, по которым вода идет в большой и малый фонтаны Анофрио. Именно на эту башню в 15 веке каждый, кто въезжал в Дубровник, должен был привезти как можно больший камень, дабы внести вклад в строительство. Когда вы подойдете к главному входу в башню, поднявшись по довольно узкой и извилистой каменной лестнице, вы попадете на вершину этой башни, и вид с нее будет просто захватывающим. Стены Дубровника строились почти 1000 лет, с 7 по 17 век. То, что мы видим, фактически сформировалось к 14 веку. И помните, раньше только стража могла проходить по крепостным стенам.
Теперь же и у вас есть уникальная возможность видеть город и окрестности с высоты до 25 метров. Дубровчане уже задумываются над ограничением пропуска количества туристов в город, поэтому не тяните с поездкой. Красочных вам впечатлений!